Миша сделал мою жизнь, Миша сделал жизнь тысячи другим людям. Теперь я чебурашка. И каждая дворняжка мне лапу подает. Apple, Google, Facebook и к нам. Приглашаем вас к нам в гости, мы вам покажем, как мы живем. Это же Америка, здесь все безопасно. Энергия перла, как я не знаю что, и вдруг в ноль. Улыбочка! И ух! Какая у тебя цель? Он не может сформулировать. Что я буду думать, когда там ведь день? Здравствуйте, друзья! У нас годовщина, можно сказать, 2 годовщины. 28 лет Портнов Computer School, где вот мы с вами на кампусе находимся, и 30 лет моей личной вовлеченности в тестирование программного обеспечения. Появился повод сделать сюжет, вспомнить, что было, подумать, может быть, там, что в будущем будет, сказать спасибо тем, кому можно сказать спасибо, об Америке, о жизни, вообще, как бы, поговорить. Вот. И все, естественно, для вас, чтобы вам было интересно. Тут нас снимают. Все, нас Против снимают, солнца. да. Мне подарили набор. Написано, что это такой органайзер для ключей. Но заодно я вижу, что тут можно и пивко открыть. Это гораздо полезнее, чем просто ключи. Дамы тоже поздравлять пришли. Да. Все дамы в белом, мы прямо как лебеди на пруду. Путевку хотите на камеру, чтобы так Путевку. Меня послали в баню, мне подарили путевку в спа. Как у вас настроение, как дела? Неплохо. 30 лет назад, когда все это случилось, новая страна, какая-то работа непонятная, какие-то люди вокруг, английский так очень слабенький, и все это было очень стрессово. И для меня только сейчас начинает доходить немножко, и начинает спадать этот стресс. И сегодня. Вот у нас такой двойной праздник, у нас и музыка, и хороший стол мы заказали, просто чтобы людям для настроения. Миша школа начиналась, у Миши был партнер по бизнесу. И эта история их расхождения довольно-таки была тяжелая и такая эмоционально кровавая, я бы сказала. Вплоть до того, что он сказал, что я там расхожусь с тобой, ты мне не нужна, и я буду вести свой бизнес без тебя, да? И мы в это время искали наш первый дом. Дома покупать вообще нелегко, всегда найти то, что тебе нужно, то, что тебе нравится. И вот, значит, мы гуляем по Лос-Алто, смотрим, какие там дома есть на сейле, и попадаем в некий дом. Ну, так, ничего себе дом. 3 спальни, 2 туалета, но 1800 скверфут. Но он был сделан таким образом, что там был гараж, потом небольшой тамбур, в котором была половинка туалета, и стиралка и сушилка стояла. Потом шла дверь в дом. И когда я увидела этот дом с этим туалетом, который примыкает прямо к гаражу, я сказала: Миша, вот это твоя школа. То есть вот это то, собственно говоря, как началась уже школа, без всяких партнеров, без ничего. Она началась именно с этого гаража и с покупки этого дома. Мы тут же, значит, мы оформили покупку, мы в гараже постелили карпет, мы поставили там компьютеры, и все, и вот с этого все началось. И он работал фулл-тайм, вечером приходил, у нас были вечерние классы, и вот в гараже сидели люди, занимались, а соседи приходили и говорили: слушайте, кто-то нас заблокировал на драйвее, чья-то машина. И они заходили в комнату, а там все темно, только проектор работает. Они думали, наверное, что у нас секта какая-то. Первого мая 1996 года, друзья, мы переехали в это здание из моего гаража, потому что до этого все было в гараже. Начали с одного офиса, потом потихонечку стало 2, 3, 4, 5, 6. Было 6 классных комнат. Мы занимали половину этого здания. Кончилось тем, что мы купили квартиру вот в этом здании, кондо, чтобы там, значит, студентов селить. Нас судила City of Mountain View, точнее, мы их судили, потому что они нам дали предписание освободить помещение, потому что мы паркинг очень сильно тут занимали. Вот видите, тут сейчас пронумерован паркинг, раньше этого не было, раньше кто первый встал, того и паркинг. Пока мы с ними судились, значит, произошел обвал интернет-бума. И мы естественным образом сократились вот с 6 классных комнат до фактически одной. Ну, как-то так вот перестали терроризировать окружающих. Последующие 10 лет мы здесь продолжали так тихонечко существовать, но школа потом пошла в рост. Когда кончился интернет-бум, был, значит, коллапс, после этого коллапса какое-то время, и снова в рост пошло. И к 2010 году нами снова занялся City of Mountain View. Стали присылать какие-то инспекции, они тут стояли, что-то замеряли. Я понимал, что дело пахнет керосином, второй раз судиться мы не хотим. И мы съехали в Лос-Алтос. Замечательный офис, нам его сдизайнировали, построили прямо его для нас, и паркинга там было вот там до бесконечности.
Но вы знаете про пандемию, вы знаете, что 1,5-2 года нельзя было проводить занятия в помещении. Мы вынуждены были оставить свой кампус в Лос-Алтос. Все ушло в онлайн. Надо сказать, что в онлайне у нас количество студентов чуть ли не удвоилось. Вот по сравнению с тем, как был кампус, знаете, как интересно. Ну и в итоге год назад разрешили снова собирать студентов в аудиторию. И вот мы здесь, в Саннивейле, нашли помещение хорошее, симпатичное. У нас тут не только школа в обычном смысле, но тут очень много происходит таких событий, где студенты собираются. У нас там бывает пицца-тайм, собираются студенты будущие, бывшие и так далее. Очень много такой жизни активной. И я вижу в этом молодость некоторую. Знаете, вот как бы, да? Вот у нас много молодежи, и мы стараемся, чтобы для молодежи был тусняк такой хороший. Вот Лора приехала к нам в 2010 году. Она жила тогда в Москве. Вообще она из Уфы, насколько я помню. Вот с тех пор, можно сказать, переменили ее судьбу. Я Михаила знала до приезда сюда, и поэтому мне было легко сделать свой выбор. Было очень сильное доверие как человеку. И я видела результат, и я видела студентов, которые приходили на крыльях, и с глазами вот такие счастливые, не знаю до какой степени. И я думала, вот, это вот счастье оно есть. С годами Михаил уже как друг стал больше мне. И учитель, конечно же. Я советую людям, которые не определились или не знают, как себя найти в Америке, и кто хочет попасть в IT-сферу, иметь стабильный доход и ни о чем не думать, после 6 вечера обязательно поменять профессию, Software Quality Assurance, прийти к нам на экзамен, сдать его, пойти найти работу и быть счастливым. Купить дом. Купить дом. И купить дом, это правда. Потому что это американская мечта. Наверное, мне тоже повезло, что мы, когда приехали в Америку, рентовали квартиру в доме напротив Мишиной школы. А вот там стоит громадный комплекс жилой. Вот конца края нет. И там было очень много наших соотечественников. Жанна, наш преподаватель, ее привезли в 96-м году из Киева. И туда родственники бросили. А с утра она выходит и слышит, тут со всех сторон по-русски говорят. Знаете, думает, говорит, ребята, а что здесь происходит? Я говорю, как, вы не знаете Портнов Computer School? Ну, не знаю, сказала Жанна. Пришла учиться, она вообще по-английски не говорила. Сейчас преподает у нас. Миша сделал мою жизнь, Миша сделал жизнь тысячи другим людям. И удовольствие жить. И возможность позволить себе много чего. Это все дал Михаил Портнов. Это счастье, это судьба, это прекрасно. Я своим студентам, знаете, как говорят, ой, вы там иногда комплименты делают, хорошо преподаете, говорю, а мне повезло, моим учителем был сам Михаил Портнов. Вот так вот. Здесь мы живем, приглашаем вас к нам в гости, мы вам покажем, как мы живем, какая у нас такая рутина каждодневная. Заходим. Пошли, Света, в дом. Пошли. Так, Томми, идем. Вот это наш дом, здесь мы живем. Спортзал есть, вот давайте я вам покажу. Здесь мы там как можем. Да, так. Ой. Это вообще хорошее устройство, очень интересно. Вот на нем можно там десятки упражнений делать, очень хорошо. Вот и тут гантельки, и так пожать. У нас тренер есть, который с нами в скайпе занимается, там чемпион мира по бодибилдингу. Здесь мы занимаемся. Потом позавтракать. Вот это наша кухонька. Мы здесь садимся вокруг этого столика, значит, завтракаем. Мой такой обычный рабочий день начинается с того, что мы в 8 утра идем гулять с Томиком, с нашим псом. Гуляем. Потом, на самом деле, у меня ведь операции такие, они по всему миру. То есть с утра, когда проснулся, там за это время набегает. Нужно ответить на какие-то сообщения. Бывает что-то очень экстренное и так далее. То есть я не могу ничем заниматься, пока я не разберусь вот с этим. Потом, ну что, позавтракать и в офис. Я предпочитаю работать из офиса, который мы снимаем, хотя у меня есть офис здесь тоже в доме. И если нужно или бывает нет возможности куда-то поехать, я работаю из дома. То есть у меня все условия есть. Это мой офис. Тут у меня кресло массажное, если там расслабиться.
Креслице такое обычное. Ну и так в основном вот это мое рабочее место. У меня такой удобный стол, он, знаете, он в случае с чего, так он может вот, например, подвигаться там куда-нибудь вверх-вниз, так он умеет у меня ездить. Компьютер, монитор, камера. Отсюда стримы веду. Вот здесь у меня стоит камера. Если я не иду в офис, то я могу здесь легко просидеть там и 10, и 12 часов в день. Все время есть чем заняться. Плюс я же не только школой занимаюсь, я еще видеоблогер, YouTube-блогер. У меня много съемки и много монтажа. Я сам мало монтирую, но все равно, когда набегает, я могу в день легко сделать там 3-4 видео по самым разным темам. У меня, может быть, не так много просмотров на каждом видео, но видео много. Не специально, но просто хочется поделиться. Там, ну вот с кем поговорить? Вот с кем поговорить? Ну вот уже туда, вот в это вот видео и бросаешь в толпу. Если люди ничего не пропускают, то там 5 человек смотрят все. Вот все, что выходит, все смотрят. А вообще там 250 с лишним тысяч подписчиков, там 250 000. Мое хобби, я медийный оказался человек. Понимаете, раньше, вот, допустим, до того был бы там балабол какой-нибудь. А так вот выходишь на YouTube и говорит, боже, говорит, какой человек, ну и как сказал, какое там открытие сделал. Сейчас вот эта молодежь, которая там, они же как бы из другого мира совсем. Вот они не знают, куда Волга впадает. Они не знают, допустим, что у Ленина был старший брат Александр, и чем он, в общем-то, так сказать, прославился. Ну, это и не важно, наверное. Это, может быть, и не важно, Света, но если я не расскажу, они же так и не узнают. Как бы такая ответственность возникает за передачу, так сказать, вот эстафетные палочки. Нам же кто-то передал, поэтому мы эту палочку, значит, тем, кто хочет, это же добровольно, вот они ходят, смотрят, ну, слава богу. Люди проживают какую-то свою жизнь, и очень часто эта жизнь, она идет в соответствии с обстоятельствами. То есть у кого-то есть нелюбимая работа, и он ходит на эту работу и мучается всю жизнь, да, и думает, ох, вообще никакой жизни нет. И этот человек по-своему, он очень несчастен, потому что если каждый день ты ходишь на такую работу, которую ты терпеть не можешь, ну какое удовольствие от жизни ты можешь получать? У Миши получается, что он абсолютно счастливый человек. Он себе сам создал работу, от которой он тащится. И если бы это было не так, то школа бы не просуществовала вот эти там 28 лет. Но когда человек вот вкладывает свою душу и получает от этого удовольствие, да, то вот только это существование, оно и есть оправдано, оно доставляет ему удовольствие, и оно дает ему силу двигаться дальше. Поздравляю вас с 30-летием. Спасибо. Это такая красивая дата. Вы чувствуете Да. себя Я вообще чувствую себя как школьник. 30-летний. Как школьница. Это Понимаю, Французская, понимаю, да, 2018. да. Уважаем. Когда приехали? 11 месяцев назад. Уже год скоро. Скоро. Вы все продолжаете работать этим Я еще тренером? работаю фитнес-инструктором, да. Не опасная работа? Внимание не проявляет какое-то? Проявляет, Личное? но это же Америка, здесь все безопасно. У меня знакомый учился в школе, и он дал положительные отзывы о школе, и поэтому я даже не смотрела другие школы и не рассматривала. Сразу пошла в Partnov School. Здесь можно приходить учиться онлайн, проходят постоянно какие-то мероприятия, где можно встретиться, пообщаться, поговорить с студентами, которые учились там год, 2, 3 года назад и более. Я бы порекомендовала школу Портнова новым студентам, потому что хорошая школа. Были просто люди, работали в офисе, а потом их судьбинушка забросила в технологии, тестируют программное обеспечение, вместо того, чтобы заботиться о студентах. Мы берем опыт и потом возвращаемся. Из школы уже нельзя уйти окончательно. Мы всегда возвращаемся. Ну и не надо, а что выходить? Ребята приехали из Лос-Анджелеса специально на наше мероприятие и думают, ну да, тоже, если там на мероприятие зашли в Facebook, зашли в Apple. Это у них такой, знаешь, бегунок у всех. Apple, Google, Facebook и к нам. Я учился офлайн, full-time офлайн. Нас было порядка 60 человек. Где-то, я думаю, порядка 10 нашли работу сразу, еще пока курс не закончился. И ну, мы как бы дружили там, у нас было где-то человек 20 примерно, и все нашли работу. Когда обвалился интернет-бум, и у нас такой бизнес там с оборотом в несколько миллионов, и там люди, и такая толпища, и ты востребован, все такое, ураган такой. И вдруг бах, экономика, ну, компьютерная, так сказать, да, обвалилась, и ты не востребованный, вместо там 6 классных комнат
у меня одна, и в ней был случай, я двоих учил, 2 человека. Я вел класс 2 человека, просто чтобы не остановиться. И вот это состояние, знаете, такое вот вроде как тебя на пост какой-то поставили, а потом наши ушли и тебя забыли. И ты, значит, как-то думаешь, а как жить-то дальше? А мне 45 лет. И вроде бы совсем ничего не делать. Ну, можно было бы, но как жить, ничего не делать? И я начал страховое агентство. И продолжалась эта школа там с 2, потом с 3, потом с 5, потом с 10 студентами. Потом школа разрослась, я продал это страховое агентство. Но это было очень тяжело, вот это вот ощущение, что ты больше не востребован. То есть есть люди, которые никогда не востребованы, может, они привыкли, я не знаю. Но когда ты безумно востребован, когда вот просто вокруг тебя вот это вот... Выходишь на улицу, у меня было ощущение, что я сейчас выйду на это El Camino Real, и так рукой сделаю, и вся улица встанет, машины встанут. То есть энергия перла, как я не знаю что. И вдруг в ноль. Вот это очень тяжелый такой момент был. Если уже пошла речь о тяжелых моментах. Да. Дело в том, что я по школе делала финансы только, занималась бухгалтерией, там, биллами. Помимо этого всего еще нужно было проверять, кто заплатил задним числом, кто не заплатил. То есть рассылать биллы, сверять это все. И я чувствовала, что этому нет конца. Нет конца вообще. Да, на Свету нагрузка была большая. А так постепенно, с годами, вот по мере того, как бизнес меняется, мы переходим постепенно вот в состояние пенсионного, да, возраста, то бизнес становится меньше, и вот этих вот биллинг. То есть я все равно продолжаю делать биллинг, но его как бы меньше, что меня, в общем-то, радует. Кроме того, сейчас же все электронное стало. То есть в какой-то момент мы стали брать кредитные карты. Это же не было так. Мы полностью исключили какие бы то ни было кешевые расчеты. Из разных соображений, но в частности это и удобнее тоже. Мы вот с пандемией раз и с вот этими политическими делами два, мы теперь криптовалют принимаем. Ну а что делать? Заблокировали реально, все счета, они больше не могут ничем да? заплатить. Вот там из Беларуси, из России сейчас платят криптовалют. Что отличает нашу жизнь американскую от предыдущей советской жизни, это то, что ты видишь плоды своего труда. То есть ты двигаешься куда-то, и ты понимаешь, что ты двигаешься, а не толчешь воду в ступе, да? То есть можно сколько угодно взбивать эту сметану, но если она из плохого качества, ты никогда ее не взобьешь. Это то, чем мы занимались первые 30 лет своей жизни. Никуда возвращаться не хочется, наоборот, мы уже сейчас спускаемся с холма, и мы уже как бы пожинаем результаты. Чего же нам теперь-то отказываться-то, да? Мы прошли уже самый пик трудный. Бывали тяжелые моменты. Когда мы жили там, это было 100% гарантией, что ты никогда не достигнешь и не реализуешь тот потенциал, который у тебя есть, тебе не дадут. Да. Реализация твоего потенциала, самореализация в целом и так далее, это не то, что ты можешь сделать, это то, что тебе дадут или не дадут. Здесь все-таки другая система, что здесь очень много от тебя зависит. Здесь ты знаешь. Если ты можешь, то ты сделаешь. Вот у меня есть потенциал, меня не остановит никто. Специально никто не будет заниматься тем, чтобы меня остановить. За то, что у меня акцент, за то, что я не того роста, что у меня шнобель не такой, или там в паспорте еще это и это. Наоборот, люди радуются, говорят, смотри, мужик-молоток, да, как попер. Там совершенно обратная ситуация была. И поэтому ощущение от жизни другое. То есть либо ты живешь в состоянии какой-то безысходности, где от тебя ничего не зависит, где ты понимаешь, что тебя могут остановить в любой момент какие-то другие силы, и против этих сил ты ничего не можешь сделать. Либо ты понимаешь, что я иду своей дорогой, да, и в принципе всего, чего я хочу, я могу добиться. То есть вот тот потенциал, которым ты обладаешь, ты можешь здесь реализовать. Я 56-го года рождения. Жил в доме от воинской части, где отец служил. Там 80 квартир, значит, все офицеры. Практически все фронтовики. До 50 лет дожило 2 человека. До 55 только мой отец. Остальные все умерли. Они от 43 до 48. Они умирали. Они кричали по ночам, им снились кошмары. Они, если, например, выпивали, они теряли вообще человеческий образ. Они никогда не рассказывали про войну. Я сейчас понимаю, почему. Потому что рассказать – это еще раз пережить. К чему говорю, что мы выросли в таком мире, где, там, скажем, 60 лет, этот человек уже его и в живых-то особо нет. А если он дожил до 60, это уже развалено. Сейчас мы живем в мире, где там и 80, и 85, и 90, и светлый ум, столько всякого развлечения у людей, и надо как-то себя занимать. Сейчас в этом смысле совершенно другой мир. Надо как-то к нему подстроиться, потому что для нас, тот возраст, в котором мы сейчас, мне 66 лет, мне казалось, что в 66 лет, если я доживу, я уже не в состоянии буду работать, даже если захочу. А я себя чувствую лучше, чем 45. Улыбочка! Ух!
когда ты помоложе, и ты работаешь, и тебе нужно зарабатывать, тебе нужно там оплачивать твои биллы, ну, нужны деньги, так сказать, понятно для чего. Когда ты постарше и уже мог бы и не работать, но тогда возникает вопрос, а чем заниматься? Должно быть осмысленным, достойным того, чтобы время тратить и так далее. Поэтому мне, например, нравится, там, когда так раз и меняется жизнь людей. Вот мы, например, когда началась война вот в Украине, да, я думаю, надо что-то вот от себя что-то. И мы сделали курс на русском языке для всех желающих, бесплатно. Мы вообще не учим на русском, мы по-английски учим. Да, пусть будет. Вот где бы ты ни жил, большой серьезный курс там на 50 часов. И до этого у нас еще было. То есть это как бы продолжение в развитии. Я понимаю, зачем. И вот там постоянно люди пишут, нашел работу тут, нашел работу в Польше, нашел работу где-то в Европе, в Америке, в Канаде нашел. И я думаю, ну не зря. Значит, было зачем. Даже если человек, например, походил и понял, что он не хочет этим заниматься, тоже результат. Правда? Значит, он как-то лучше определиться в своей жизни с каким-то направлением. То есть хочется что-то такое делать, что внутренне ты как бы объясняешь себе как разумное, хорошее такое, ну, во всяком случае, чтобы тебе нравилось, как минимум. Дарил картину, вот еще сегодня быстренько вам. Это буквы QA, жучок. Фонарики. Где фонарик? Кто фонарик? Баг пойман. Прославить с юбилеем. И спасибо большое за школу. Меня зовут Олеся Неш, и это моя студия. Мы начали проводить мероприятия для школы, это QA-ивенты, или Pizza Time, или там International Food Time, потому что мы хотим, чтобы студенты сплочались, и в будущем, когда-нибудь, когда мы посмотрим еще через 30 лет это видео, они будут говорить: о, а мы закончили школу 30 лет назад. То есть те, которых сейчас мы делаем студенческую жизнь для них, те люди будут это говорить, потому что сейчас на этом мероприятии огромное количество людей, которые 30 лет назад школу начали и закончили. И поэтому я хочу эту историю продолжить, потому что это, ну, у нас очень хорошая, как говорится, синерджи. Михаил – особый человек. Чем уникальность нашей школы, что мы относимся к каждому студенту не как студенту, а как к человеку, который пришел к нам, который нуждается в помощи. И я сегодня думала, что действительно Михаил поменял жизнь половины Бэйрии. Так как мы не безразличны к людям, что мы помогаем им от всей души, и они всегда могут вернуться и получить все, что им не хватает. Студенты наши никогда не уходят навсегда. Вот сегодня мы празднуем этот день, и здесь студенты, которые учились у нас 7 лет назад, 20 лет назад. И это очень приятно, когда ты работаешь, любишь свое дело и чувствуешь, что ты в семье. Вот смотрите, вот эта открытка выбрана была специально для вас. Она, конечно, не по этому случаю. Это я, друзья. Но это не вы. Вы на следующей странице. Смотрите. Это светлый образ. Ну, скажите один в один. Это первая в мире школа, понимаете, и нужно было ее создать от начала до конца, и нужно было сделать, и нужно было убедить, что это можно. Вот тебе 45 лет, и ты по-английски толком не говоришь, и все равно можно. Я еще вставлю комментарий. Дело в том, что учить, вот люди думают, что школа – это там, где учат. На самом деле у нас это не является конечной целью. У нас является конечной целью трудоустройство. И это совсем другая задача. То есть если люди тебе платят деньги за классы, да этих классов миллион. Пойди любой возьми класс. Классы вообще денег. А здесь же почему я сказала система? Потому что это система, когда тебя проводят по некоторому пути, который приводит к получению работы. А получение работы – это очень важно. Как Миша говорит, это очень хохмочка, она мне очень нравится. Когда люди приезжают в эмиграцию, они… Это мультик про Чебурашку. Да. Когда вот он… Я был какой-то странный, игрушкой безымянной, да? Они приезжают, вот эти игрушки безымянные, вообще не поймешь, как их назвать. Теперь я Чебурашка. Да? И каждая дворняжка лавку подает. То есть вот этот процесс, да, вот мы наладили этот процесс транспонирования какой-то безымянной игрушки в целого Чебурашку, про которого все знают. Вот это вот главное. И это то, что люди не могут повторить. У меня есть другая аналогия. Когда я был в классе в первом или во втором, это было много идиотских шуток.
в школах. И вот подходят дети и говорят: ты что, записался и не ходишь? Говорит: куда? Говорит: как куда? В Союз Печать. Дерьмо качать, 3 копейки получать. Люди очень многие приезжают в США, и они прям в эту Союз Печать. И вот они работают, и 3 года работают, и 5 лет работают, и 15 лет работают. И все в Союз Печати. Все это он качает за 3 копейки, это дерьмо. Портнов Computer School, если объяснить, в чем как бы ее смысл, Портнов Computer School — это мост из Союз Печати в американскую мечту, где у тебя надежность, стабильность, хорошие доходы, а это уже у тебя и дом, и пенсионный план, и инвестиционные какие-то properties, да, недвижимость какая-то, еще что-то, путешествие, ну все, что ты хочешь. Я вот все эти 28 лет, которые школа существует, я спрашивал себя, за что мне такое везение. Я думаю, потому что правильный в целом был настрой, состоящий в том, что ты не пытаешься сожрать какую-то пайку там под одеялом, а все-таки делишься и радуешься вместе с другими, несмотря на то, что периодически какие-то сложности возникают и проблемы. Может быть, это более закономерно, что есть проблемы и сложности, чем если бы вообще бы их не было. Пусть нас не обескураживают те проблемы, которые есть, пусть они нас мотивируют. Там, где находится решение, там мы растем, мы поднимаемся над собой. И весь смысл как бы развития человека состоит в том, чтобы подниматься постоянно над собой. Вот есть люди, которые зарылись в зону комфорта, и они там сидят в этой зоне комфорта. Там нет развития. Для того, чтобы развиваться, ты должен расширять эту зону комфорта, включать в нее все больше и больше разных вещей. Другими словами, мы говорим, что человек растет. Надо расти, надо развиваться, надо радоваться каждому дню. Я очень, знаете, огорчаюсь, когда вижу людей, которые живут ради будущего чего-то. Они говорят: вот я сейчас вот это, а вот потом я возликую, вот потом жизнь начнется. Да она сегодня уже идет. Вот ты сегодня уже можешь радоваться жизни. Один радуется, когда у него ничего нет, но просто радуется, а другой, там, у него миллион, и он не радуется. Радуйся сегодня. Делай что-то хорошее. Для себя, для других, для семьи. Потому что мы все, в принципе, люди хорошие. И нам хочется хороших вещей. Надо делать правильные вещи и не находить причин для того, чтобы делать неправильные. И не находить оправданий. Ну, просто делай то, что считаешь правильным, и все. Относительно будущего профессии никто не знает. Я думаю, что для нового иммигранта всегда найдутся какие-то, пути к тому, чтобы как-то обустроиться в новой жизни. Это же не только вот тестирование. Вы смотрите, сколько людей там трак водят и хорошо зарабатывают. Это другая работа. Но просто вот мы вот на этой дорожке стоим, которая к какому-то количеству людей, она больше подходит, чем трак водить. Я лично считаю, что Михаил вообще прожил жизнь творческую, очень насыщенную, и на самом деле он сам ее себе создал. И у него все получилось. И то же самое, допустим, с YouTube-каналом. Он его начал с нуля, и теперь у него свое телевидение. Вот что хочу, то и говорю. Но самое главное, что ему это доставляет удовольствие, и без удовольствия ничего бы не получилось. Есть как бы две концепции, что ли. Вот есть люди, которые говорят: я строю план. Вот это моя цель, вот это я делаю, вот так я пойду. Это я так делаю. Света такая. Я говорю, что я буду думать, когда там видней? Понимаешь? Поэтому она говорит: Миша построил, Миша то, Миша все. Миша ничего не строил. Миша просто жил. Я ему каждый раз, когда мы идем гулять, задаю вопрос: чего ты хочешь добиться? Какая у тебя цель? Он не может сформулировать. Это вообще потрясающе совершенно. То есть на протяжении вот этих 30 лет он не может сформулировать, чего он хочет. Я, например, очень точно знаю, чего я хочу и чего я не хочу. Да? И тогда я могу себе построить какой-то план, идти там, к тому, Светочка, чего я хочу. Значит, надо дать случиться тому, что предназначено. Понимаешь? Тебе тебя ведут. Они же лучше знают, Света, что ты планируешь, вот что ты, планируешь. Там все известно. И они тебя ведут. Ты слушай просто и делай, что, и все. Я хочу сказать, что ваша жена сказала:
только что такую фразу. Миша будет помогать людям столько, сколько он будет жить на земле, потому что он без этого не Михаил Портнов. Поэтому каждый человек, к которому он прикоснулся, он изменил их жизнь. И мы очень хотим, чтобы он такой же был. Светлый, добрый, хороший, и много лет и менял жизнь всех этих детей, которых здесь так много. Мы вас все очень любим. София, я Я бы подвел итог этих 28 лет. Ребята, решение всегда есть, и все в ваших руках. Ничего не останавливает вас, не мешает вам добиваться ваших целей, кроме, может быть, какой-то нерешительности или психологической составляющей. Идите к людям, там, я не знаю, ментора какой-нибудь себе найдите. Знаете, как фирма Nike, да? Just do it. Делать надо. И не разговаривать, не болтать, не ныть, не хныкать, а просто делать. И все получится.